Привет! Я урбанист. Наверное. Сегодня мы с вами поговорим о 10 минусах города Сочи. Но это будут не банальные минусы в духе «у нас дорогое жилье» или «высокий летний сезон», «много людей и пробок». Нет, мы с вами будем говорить именно о минусах города Сочи. Уверяю, это будет очень интересно, так что досмотрите этот ролик до конца. На 10-м месте у нас отсутствие разнообразия городского транспорта. Что это значит? А это значит то, что у нас нету ни метро, ни трамваев, ни троллейбусов. К сожалению, у нас есть только автобусы. И те, к сожалению, не всегда низкопольные. Зачастую это хендайчики, либо новые пазики. И кто-то мог бы сказать, что у нас же есть ласточка, она является городским транспортом. Нет, знаете, ласточка это все-таки электричка, хоть много людей используют ее и как городской общественный транспорт. Это происходит потому, что город Сочи вытянут вдоль побережья, и у нас по всему побережью проходит железная дорога. И собственно на ласточке вы можете кататься через весь город. Но давайте все-таки смотреть правде в глаза. Городской общественный транспорт в городе Сочи представляет собой пазики, хендайчики и раздолбанные старые автобусы марки ЛиАЗ. Сегодня предприятию необходимо восстановить подвижной состав, который был принят на баланс еще в 2013 году. Девятое место продолжает тему общественного транспорта, конкретно автобусов. Давайте мы с вами поговорим о одной из важных проблем городского транспорта в городе Сочи. И вы, как турист, если к нам приедете, можете с этим столкнуться и очень сильно разочароваться, что из некоторых, точнее из большинства районов города Сочи, после 9 часов вечера вы не уедете, потому что автобусы, сюрприз, допоздна не ходят. Ночью общественный транспорт не ходит, ходят только такси. Последний автобус отсюда уходит в 21:20. Вот мы только сейчас спросили. Справедливости ради хочется сказать, что действительно есть маршруты, которые ходят допоздна. Но большинство автобусов после 9 не ходит. Вот список маршрутов, которые не будут ходить после 9. Если бы я был провластным пропагандистом, я бы сказал, что посмотрите, у нас прям как в Европе. Вы же хотели курорты мирового уровня? Да. Действительно, Сочи считает себя курортом мирового уровня, и именно поэтому, как в Европе, общественный городской транспорт допоздна не ходит. А уж тем более ночью и подавно. Из одной части города в другую, кроме как на такси, вы не уедете. Так что готовьтесь к этому. А вот городские автобусы от олимпийского режима вернулись к доолимпийскому. Время работы на линии сократилось, теперь транспорт ходит только до полуночи, стало меньше и самих машин. Место номер 8 принимает эстафету от 9 места. Да, кто бы удивлялся, что городские проблемы одна из другой перетекают. Смотрите, в городе Сочи есть так называемые бомбилы. Я не знаю, есть ли они в других городах. Напишите обязательно в комментариях, если вдруг у вас есть такая же проблема. Кто такие бомбилы? Это что-то среднее между маршруткой и такси. То есть вы стоите на остановке и вам говорят: поехали на Поляну, или поехали в Адлер, или поехали в Сочи, в зависимости от направления. И ты такой говоришь: окей, поехали, не буду ждать автобуса. Вы садитесь такой в микроавтобус, с тайкой едете по нужному вам направлению. Они забирают клиентов у общественного транспорта. Общественный транспорт возит меньше людей, и тем самым меньше автобусов выходит на линию, становятся большие интервалы между автобусами, и еще больше людей согласны ездить с бомбилами. То есть это такой замкнутый круг. И это очень-очень плохо. К сожалению, наша администрация никак с этим не борется. Ну да, номинально я вам скажу, как человек, который обращался в администрацию города и просил объяснения, почему вы ничего не делаете, мне отвечали, что мы в целом делаем, и даже отправляли этих ребят в ГАИ, но в ГАИ их отпускали и ничего с ними не делали, потому что у них есть официальная лицензия такси. Поэтому мы остаемся жить с этой серьезной проблемой. 8 место – бомбилы. Седьмое место продолжает тему общественного транспорта. Да, я понимаю, что вам кажется, что в Сочи, кроме проблем с общественным транспортом, нету ничего. Но на самом деле это не так. Мы практически заканчиваем с общественным транспортом.
Дальше будут абсолютно другие проблемы, никак с этим не связанные, это я вам обещаю. Проблема, которая связана с общественным транспортом, это остановки того самого общественного транспорта. Конкретно автобусные остановки. Когда вы к нам прилетите или приедете на поезде, вы выйдете в этот прекрасный солнечный город и немножко офигеете от того, что можете получить солнечный удар, сидя на остановке в ожидании своего автобуса. Да, с остановками, повторюсь, у нас огромная проблема. Во-первых, это их внешний вид. Вы сами видите, что это ужасно некомфортно. Причем это некомфортно как в жаркий летний день, так и в дождливый зимний. Я еще добавлю, что наши остановки, помимо того, что они некрасивые и опасные, они еще не отвечают 3 правилам урбанистики. Куда, когда, за сколько. Итак, давайте мы с вами представим, что мы туристы и пришли на эту замечательную остановочку. В принципе, у нас есть сразу расписание, это отлично. Мы знаем, когда мы уедем, но мы не понимаем, куда мы уедем. Мы знаем только конечные остановки. В принципе, если очень-очень-очень-очень сильно напрячься, то можно попытаться разобраться вот в этой вот карте. 120. Отлично. 120 мы нашли. И куда мы на нем можем уехать? Можем ли мы уехать сюда? Или, может быть, мы можем уехать вот сюда? Или мы можем уехать вот сюда? Как местный человек, я могу вам сказать, что вот в эту сторону вы на 120-м уедете, а вот в эту сторону нет. Но по этой карте абсолютно непонятно. Наш мэр города Алексей Капогородский обещал навести порядок на остановках общественного транспорта. Акцент глава сделал на состоянии остановочных павильонов, тротуарной плитки, рекламных щитов и расклейки стихийных объявлений. Обещал их добавить и улучшить. Автобусные остановки, все должно быть в идеале, все должно быть чистенько, аккуратненько. Работают все. Буду сам часто проезжать и смотреть, исправили или не исправили. Но мне кажется, это абсолютно мое личное мнение, что скорее всего их просто покрасят, где надо подлатают, заклеют скотчем и скажут, что все, на этом реновация закончена. Смотрите, у нас очень любят влупить всякие солнечные батареи, электротабло, зарядки, Wi-Fi. Они делают абсолютно все, кроме одного и самого важного. Это защиты от солнца и дождя. Но если вы только планируете посетить наш курорт, то не расстраивайтесь, не все остановки выглядят так ужасно. У нас есть прекрасные, красивейшие, бесподобнейшие остановки, которые остались еще от советской власти. Кстати, у меня есть очень красивый ролик про то, как раньше выглядел город Сочи и как он выглядит теперь. Уверяю вас, вам стоит его посмотреть. Давайте подведем черту. Автобусные остановки в городе Сочи в ужасно плачевном состоянии. И это 7-е место. Как я вам и обещал, 6-е место никак не связано с городским транспортом. Она связана с пешеходными переходами, конкретно с их отсутствием. Очень хорошо заметно это на Красной Поляне. Когда вы приезжаете посмотреть на красивые горы, вы смотрите на интересную архитектуру, на прекрасные виды, дышите морозным, свежим горным воздухом и понимаете, что вам через дорогу не перейти. На всю Красную Поляну, конкретно на Горький город. Раньше это назывался Горький город, сейчас это называется курорт Красная Поляна. И вот именно там есть всего 2 или 3 пешеходных перехода реально на несколько километров. Вот такие вот дела, поэтому там часто люди перебегают. Лишний раз подумайте, где вы снимаете отель. Прогуляйтесь в Яндекс.Картах, конкретно в панорамах, и посмотрите, сколько вам времени понадобится, чтобы добраться до пешеходного перехода. Поверьте, это очень важно и не стоит это игнорировать. Но такие проблемы есть не только на Красной Поляне. Они есть в Адлере, в Центральном Сочи, на Хосте, в Кудепсте, на Бацесте, в принципе, практически везде. За исключением, конечно, Курортного проспекта. Но там 5-е место. На 5-м месте у нас с вами головная боль жителей Центрального района. Конкретней это светофорные фазы. Я вас уверяю, что большая часть людей, которые впервые приезжают в город Сочи, искренне удивляются фазам красного цвета по 2,5-3 минуты для пешеходов. В самом центре, это вот центрее некуда, вы выходите из вокзала. И первый же светофор, который вы увидите, заставит вас ждать 3 минуты. И 3 минуты, то есть у вас в наушниках трек проиграть может за это время. Я вам еще раз хочу напомнить, что город Сочи считает себя курортом мирового класса.
Вы можете сказать, рядом есть подземный пешеходный переход, иди туда. Там даже, кстати, лифт работает. Удивительно, рядом я нашел единственный работающий лифт. Подземный пешеходный переход. На что я вам отвечу, что подземные пешеходные переходы — это зло страшное, которое вообще надо их давным-давно закопать, а все надземные переходы снести к чертовой матери. Почему надземные и подземные пешеходные переходы — это плохо, смотрите у меня в ТикТоке. Я каюсь, у меня есть ТикТок. Мне самому стыдно, правда. Но мой позор никак не отменяет того, что в городе Сочи огромная проблема с пешеходными переходами. Они либо отсутствуют, либо это надземные или подземные, либо они нерегулируемые через 4 полосы, либо они не освещены ночью. В общем, давайте мы с вами в пункт 5, точнее в место номер 5, определим не только светофорные фазы, но и в целом пешеходные переходы в городе Сочи. Четвертое место. Мы с вами практически подбираемся к тройке лидеров. Вам, наверное, уже интересно, что там будет. Но перед тройкой лидеров мы с вами поговорим о четвертом месте. А на нем расположилось отсутствие инфраструктуры для маломобильных граждан. Необходимо отреставрировать и установить на них пандусы. Причем они должны не только соответствовать всем нормам, но и согласовываться с маломобильными жителями. Вы можете подумать, что речь сейчас идет именно про инвалидов-колясочников. Но на самом деле маломобильный гражданин — это мама с коляской или турист с тяжелым чемоданом. Так что, приезжая в Сочи, скорее всего, вы автоматически становитесь маломобильным. И тут для вас, как для туриста или как для мамы с коляской, город становится практически недоступным. Я еще раз повторяю, что пешеходных переходов либо нет, либо они надземные или подземные. Тротуар, по которому вы шли, может вдруг перестать существовать, и вы окажетесь на дороге. Тут администрация города Сочи спрашивала меня, где же вы видели, чтобы у нас заканчивались тротуары. Ну вот, например, вот здесь. А тут как бы море уже начинается, и как перейти на ту сторону, я не знаю. А вот там автобус едет, и он сейчас меня обольет. Это очень важная проблема. Именно поэтому она на 4-м месте. Любая мама с коляской вам скажет, что гулять по городу Сочи практически невозможно. У любой мамы есть конкретный маршрут, по которому конкретно гуляет каждый день, просто потому что он проверенный. На 4-м месте у нас с вами отсутствие инфраструктуры для маломобильных граждан. И мне искренне хочется верить в то, что когда-нибудь этой проблемы у нас с вами не будет вообще. Открывает тройку лидеров проблема, с которой сталкиваются гости нашего города, когда они хотят погулять дальше, чем набережная. Эта проблема называется отсутствие туалетов. Да, с муниципальными туалетами в городе Сочи прям катастрофа полнейшая. Их днем с огнем не сыщешь. Единственное, что спасает, это торговые центры и забегаловки. Да, любой человек знает, что зайдя в торговый центр, он найдет там туалет. Проблема с общественными туалетами заслуженно занимает 3-е место. И я уже вижу по вашим глазам, что вам искренне интересно, что же расположилось на первых 2 местах. Второе место занимает у нас отсутствие или неработающие выделенные полосы общественного транспорта. Да, вы сейчас в негодовании, вы говорите, что опять этот общественный транспорт? Какие к черту выделенные полосы? Ведь у нас есть гораздо более важные проблемы. Но я вам скажу, что нет, это очень важная проблема. Город Сочи стоит в пробках. И стоит он в пробках уже много лет. И много лет в пробках стоят автобусы вместе с людьми. А когда человек несколько лет стоит в пробках в автобусе, что он делает? Он сдает на права и покупает себе машину. Потому что стоять в пробке с кондиционером гораздо комфортнее. А варианта не стоять в пробке у человека просто нет. Если бы наш город развивал общественный транспорт, а конкретно создавал бы нормально работающие выделенные полосы для общественного транспорта, то люди пересаживались бы туда, тем самым разгружая дороги, и пробок становилось бы меньше. Большая часть туристов, я вас уверяю, согласилась бы оставить свои машины и поехать на автобусе. Поэтому 2-е место занимает отсутствие выделенных полос. Это невероятно важная проблема, на которую, я вас уверяю, вам стоит обратить внимание как жителю города, как гостю города.
или как администрации города Сочи. Пожалуйста, обратите внимание на эту проблему. Это ужасная катастрофа, которая у нас происходит с общественным транспортом. И первое место тому доказательство. И на первом месте у нас с вами то, что многие из вас не посчитали бы проблемой вообще, но я вам как, наверное, урбанист, могу сказать, что это самая главная проблема города Сочи. А главная она потому, что ее надо решать в первую очередь. И именно с этого у нас начнется преобразование всего общественного транспорта. И вы уже готовы, вы уже говорите, ну давай, что, скажи нам, что мы должны сделать, что мы должны исправить в первую очередь, чтобы общественный транспорт в городе Сочи становился все лучше, лучше и лучше. Это отсутствие проездных карт и кондукторов. Что? Ты серьезно? Да, я абсолютно серьезно. Это проблема, из которой вытекают все остальные проблемы. Потому что автобусы на остановках у нас стоят по полчаса. Они стоят по полчаса на остановках, потому что вам каждый раз приходится заходить в переднюю дверь, оплачивать водителю, а если вас еще много, вам приходится каждый раз оплачивать, если у вас карта, и вы за каждого человека вы прикладываете карту. Точно так же, если вам надо выйти, особенно если вы выходите с чемоданами, вам опять же надо выйти через переднюю дверь, и поэтому мы не можем наладить нормальную работу общественного транспорта. Опять же, если у нас нет нормально работающего общественного транспорта, у нас нет нормальных остановок общественного транспорта. Я надеюсь, вы понимаете, да, о чем я говорю. То есть у нас нет денег на поддержание инфраструктуры. А у нас нет поддержания инфраструктуры, потому что мы не развиваем общественный транспорт, мы не начинаем хотя бы с кондукторов. Транспортная карта могла бы подстегнуть и упростить работу кондукторов, и тем самым запустить весь этот маховик преобразований, который так необходим нашему с вами муниципальному общественному транспорту. Отсутствие кондукторов и транспортных карт я считаю главной проблемой города Сочи после того, как я съездил в Питер и попользовался там подорожником. Ну или после поездки в Москву с их транспортными картами. И я вас уверяю, что вот это вот абсолютно не сравнится с вот этим. Если вы до сих пор называете это проездным, я вам передаю привет из 2000 года. Это, кстати, для тех, кто хотел бы мне написать о том, что у нас есть проездной, ты просто о нем не знаешь. Я им пользовался. И я вас уверяю, что вот это не равно вот это. Друзья, в работе над этим роликом я наткнулся на статью, в котором говорилось о том, что в Сочи действительно есть транспортная карта, она называется Пальма. Чтобы получить эту карту, вам надо приехать в офис и забрать ее, как обычную дебетовую. Отлично, пока я еду оформлять эту карту, я хотел бы извиниться и сказать, что да, действительно, в Сочи и есть транспортная карта. Правда, проездных талонов на ней нет, то есть вы можете просто ей оплачивать проезд так же, как обычной дебетовой картой. Так что главная проблема, решив которую мы запустим реформы во всем общественном транспорте, находится сейчас у меня в руках. Вот она, главная проблема города Сочи. Отсутствие транспортных карт. Ну а если я как-то вас расстроил и вы считаете, что я не люблю город Сочи, я хочу попробовать убедить вас в обратном. Я очень люблю город Сочи, и именно поэтому я записываю этот ролик. Я ни в коем случае не хочу как-то поиздеваться над своим городом и сказать, что ой, посмотрите, какой у нас плохой город. Нет, я хочу обратить внимание на проблемы, чтобы их решили. И чтобы их решили как можно скорее. И чтобы наш с вами город становился гораздо лучше, гораздо красивее, гораздо удобнее, безопаснее. Я действительно люблю свой город. И в доказательство этого следующий ролик на этом канале будет о плюсах города Сочи с точки зрения урбанистики. Я надеюсь, что вам уже очень-очень интересно, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий ролик. Он будет где-то через недельку. Огромное спасибо, что досмотрели до этого момента. Не стесняйтесь писать комментарии, оставляйте свое оценочное суждение. Можете писать мне лично, вот в мои соцсети. Я буду рад с вами пообщаться. И огромнейшее спасибо всем тем, кто сделал репост. Это прям плюс 100 карме. Еще раз вам большое-большое спасибо и до новых встреч!